У нас очень много предрассудков, которые мешают нам попробовать психотерапию. Обычно люди считают, что они должны быть сумасшедшими или иметь действительно серьезные проблемы, чтобы пойти к психотерапевту. Потому очень важно понять, что психотерапия существует не для избранных, не для людей с отклонениями, а для всех. Ведь для человека на самом деле совершенно нормально немного тревожиться, переживать о своих проблемах в отношениях, в семейной жизни с воспитанием детей или направлением своей карьеры. То есть на самом деле для прохождения терапии вам достаточно быть просто нормальным человеком. Также многие беспокоятся, как все это будет странно выглядеть, что вам придется общаться с кем-то, кого вы не знаете, и еще рассказывать ему о своих сокровенных тайнах, обо всех внутренних переживаниях. Можно ведь с таким же успехом поговорить с другом, которому ты доверяешь. Во-первых, друзей не учат слушать. Думаю, вы не раз замечали, что они все время перебивают и норовят дать совет. А во-вторых, потому что иногда о своих проблемах легче рассказать кому-то постороннему, кто вас не знает и не станет думать, что с вами что-то не так, если вы снимете с себя все маски и прямо расскажете, какой вы есть на самом деле. Более того, психотерапевты – это последние люди, которые станут вас осуждать. Их концепция нормального человека гораздо шире, чем у общества в целом. Они знают, что все люди необычные и удивительные, особенно в отношении страхов и тревог. А различные проявления человеческой психики не пугают их, а интригуют и мотивируют. Ведь они стали психотерапевтами, потому что заинтересованы в психическом здоровье людей. И их задача состоит в том, чтобы оказать вам помощь, помочь справиться с вашими проблемами. Следующий отталкивающий момент, который не позволяет вам обратиться к психотерапии, это цена. Многим кажется, что это стоит каких-то колоссальных денег. Но на самом деле, зачастую цена может быть такой же, как за ужин с друзьями. Вроде бы много, но в то же время и мало. Все зависит от того, какую ценность вы этому придаете. В чем суть психотерапии? Психотерапия ценна, потому что многие наши проблемы сводятся к недостаточному пониманию того, как работает наш разум. Чего мы хотим? Чего мы боимся? Почему мы так поступаем? Почему нас переполняют определенные чувства? Главная цель терапии – самопознание. Разговаривая с тем, кто внимательно нас слушает, мы постепенно приходим к более глубокому пониманию своего разума и мотивов нашего поведения. Начинают проявляться определенные шаблоны, по которым мы реагируем на те или иные события. Наш подход к отношениям с ошибками, которые раз за разом повторяются. Наша реакция на проблемы, сложные ситуации с сестрой или отцом. Выявить все эти шаблоны и исправить их и есть цель терапии. Умение жить в современном мире – это не инстинкт. Мы не рождены с ним. Но спокойная и продуктивная обстановка кабинета психотерапевта – это одно из тех мест, где мы можем этому научиться. Обращение к психотерапевту не является признаком слабости или отклонений.
Это первый признак вменяемости и заботы о своем психическом здоровье.